Удар по Запорожью, 6 погибших. Целая семья получила сроки за госизмену на Урале. Олег Газманов стесняется своей шапки. Всем привет, это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы начинаем. Российская армия утром 5 ноября атаковала Запорожье. Удар пришелся по инфраструктурному объекту. На данный момент известно о 6 погибших и 9 раненых. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Городскую думу Томска возглавит участник войны в Украине. 35-летний Сергей Сеченов получил 27 голосов депутатов против 3 у его ближайшего соперника. Сеченов стал депутатом Томска в сентябре, победив на выборах. За него тогда проголосовали чуть меньше 1000 человек, что составило 7,5% голосов. С мая 2022 года он участвовал во вторжении России в Украину, воевал на Киевском и Херсонском направлениях и был демобилизован из-за ранения. Сеченов занял место Андрея Фатеева, сторонника Алексея Навального. Фатеев ранее работал в Томском штабе Навального. В 2021 году уехал из России, а прошлой осенью лишился мандата, когда ему запретили участвовать в заседаниях по видеосвязи. Тамбовскую область временно возглавил еще один участник войны, правда, есть нюанс. Он не воевал. Это Евгений Первышов, бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы, который в 2022 году якобы поехал воевать по контракту. В январе 2023 года он уверял, что останется на фронте. Тогда выяснилось, что Первышов воюет в подразделении «Каскад». В реальности там только числятся чиновники, фактически находящиеся далеко от зоны боев. Там же якобы воевал член Госдумы Милонов. После того, как Первышов рассказал, что остается воевать, его внезапно заметили на фото встречи с губернатором Краснодарского края. Чиновник тогда объяснил, что заехал в город всего на несколько дней. Тамбовская и Ростовская области остались без губернаторов. Накануне оба заявили, что переходят на новую работу. Издание 161.ру сообщило потом о визите в кабинет ростовского губернатора сотрудников ФСБ, но в правительстве все опровергли. Политолог Аббас Галямов назвал такие кадровые перестановки фейковой сущностью. По его мнению, это нужно Путину, чтобы показать обычным россиянам, как престижно идти на войну. Реальность часто говорит об обратном. Обычных людей, не чиновников, бросают в мясные штурмы, закрывают в ямы за отказ участвовать в войне. Их семьям не платят компенсации. В сети расходится аудиозапись, на которой то же самое рассказывается голосом бывшего главы так называемой ДНР, депутата Госдумы Александра Бородая. За это их покупают как мясо. То есть это люди, которые с социальной точки зрения, как кажется людям в пиджаках, не представляют большой ценности. Потому что и возрастной ценз у них достаточно высокий. Потому что они старые попросту. Да? То есть это не репродуктивная часть населения. Нельзя утверждать, что голос на записи точно его. Предположительно, она сделана во время телефонного разговора, а в соцсетях появилась не позже середины сентября. Вот сейчас стало широко обсуждаться. Человек называет тех, кто идет на войну добровольцами, лишними людьми, но и отношения соответствующие. Инженера Уралвагонзавода приговорили к огромному сроку по статье о госизмене. Даниил Мухаметов получил 16 лет колонии строгого режима. По версии следствия, он вместе с женой Викторией якобы продал спецслужбам Украины чертежи военно-технического характера за 100 тысяч рублей. Пару задержали весной прошлого года. Супруга Мухаметова Виктория заключила досудебное соглашение и получила 12,5 лет строгого режима. Даниил признал вину частично. Кстати, буквально сегодня стало известно о дефиците инженеров в России. В стране не хватает 600 тысяч специалистов. Их ищет каждая 5-я российская компания. До этого сообщалось о нехватке молодых ученых. Это тоже категория, часто обвиняемая в госизменах. Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что в Курской области находится 11 тысяч северокорейских солдат. Эти данные подтвердили в свою очередь разведка Южной Кореи, Пентагон и Госдеп. Пресс-секретарь последнего Мэтью Миллер на брифинге указал, что солдаты из КНДР могут еще не участвовать в боях, но, очевидно, присоединятся к боевым действиям в ближайшее время. При этом глава Украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил накануне, что северокорейские военные уже попали под обстрел в Курской области. Информацию о боестолкновении ВСУ и военных из КНДР газете Financial Times также подтвердил неназванный источник в украинской разведке.
Тем временем Ким Чен Ын, заручившийся поддержкой Путина, продолжает испытывать терпение соседей. В ночь на 5 ноября Северная Корея запустила 7 баллистических ракет в сторону Японии. Они пролетели около 400 километров и упали в море. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Это уже второй за последние дни пуск ракет в КНДР. 31 октября Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая находилась в полете рекордные 86 минут. Поднявшись почти вертикально до высоты 7 километров, она упала в территориальные воды КНДР. На московской станции метро Кузьминки произошло задымление. Изначально очевидцы решили, что дым идет из вагона, пассажиров эвакуировали. Позже выяснилось, что дымила шпала. Сотрудники метрополитена потушили огонь. Сейчас движение на ветке восстановлено. Такие новости становятся известны в первую очередь благодаря очевидцам. И если вы стали свидетелем события, которое хотите нам рассказать, обязательно присылайте в наш бот фото, видео и другие материалы. QR-код вы видите сейчас на экране. Ссылка будет в описании этого выпуска. А жителей Таганрога готовят к эвакуации из-за угрозы наводнения. Об этом в своем телеграм-канале написала глава города Светлана Камбулова. Она сообщила, что из-за сильного ветра растет уровень воды в Таганрогском заливе, и людям нужно защитить вещи в домах и приготовиться к возможной эвакуации. Уровень воды у Таганрога действительно растет. Вчера подтопила хутор Обуховка в устье Дона. Вода идет на улице из-за ветра. Также там отключили подачу электроэнергии. За один вчерашний день в службу 112 Таганрога поступило более 8 тысяч звонков с жалобами на последствия непогоды. Это не только подтопление, но и упавшие деревья и повреждения электросети. Певец Олег Газманов накануне посетил Крестный ход в Нижнем Новгороде. Для мероприятия он приоделся в шапку и куртку от бренда Prada, но, видимо, постеснялся такой роскоши на церковном мероприятии и срезал их логотипы. Кашемировая шапка певца стоит около 45 тысяч рублей, пуховик все 300, уточнило издание Сота Project. Газманов – давний борец за скрепы с бездуховным Западом. Этим летом он заявил, цитата, «Я кавалер практически всех санкций, которые можно наложить на артиста. Ну, я тоже на всех на них наложил». Однако побороть свою порочную любовь к итальянскому, западному, заметим, бренду певец явно не может. В феврале 23-го он выступал в пуховике Prada на провоенном концерте в Лужниках. Тогда он тоже скрыл логотип, но шило по черной изолентой никак не утаишь. Что же, это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите другие ролики и подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы публикуем все выпуски, в том числе в аудиоформате, чтобы было удобно. И главное, берегите себя.